Всем привет. Я уже выставлял ролик о сыне Байдена и о расследовании, которое ведется насчет его дел с Украиной и так далее, и коррупции. Но в последние пару дней очень сильно начала подниматься эта тема, еще сильнее, чем раньше. И даже такие издательства, как CNN, которые очень продемократические, не в плане демократии, а в плане демократов в Америке, вот, даже они начали писать уже про это больше и больше, и ставят несколько роликов за последние пару дней про это. И ощущение, что они понимают, к чему это идет, и готовятся. Во-первых, хотят показать, что они не, что они как бы объективны в какой-то степени, и, может быть, готовятся к смене правительства. Ну, вот я посмотрел тут тоже и CNN статьи, и еще одно издательство, которое, конечно же, против Байдена, поэтому намного сильнее все описывает. Ну, пару вещей, которые могут быть интересны. Значит, во-первых, то, о чем я не говорил в ролике в прошлом, сын Байдена, Хантер, он, оказывается, служил в морфлоте, и он был оттуда выгнан из-за того, что оказалось, что он пользуется кокаином. В 2014 году, это как раз пару месяцев до того, как он стал в совете директоров фирмы Буризма, которая, как мы слышали, платила ему $50 000 каждый месяц, непонятно за что. Ну, скорее всего, понятно за что, за папочку. Вот. Плюс, оказывается, в 2018 году его подружка выкинула его пистолет в мусорку. Да. И он признался, в принципе, что он все это время до сих пор как бы пользовался наркотиками. И по федеральным законам Америки, если человек пользуется наркотиками, он не имеет права иметь оружие. Так что это уже преступление федеральное, как бы нарушение федерального закона. Вот. И как бы, опять же, говорится много о том, что, напомню, Трампа, например, попытались скинуть в 2019 году, когда он пытался у Зеленского узнать насчет расследования по поводу Байдена, и попытался выбить Зеленского какую-то информацию по этому поводу. Его попытались скинуть, Трампа, но в Сенат одобрил его действия, сказал, что ничего в этом такого не было. Просто хотел узнать правду, как бы. Вот. Ну, все это, конечно, очень глупо, как бы, как это происходит. И вот это вот, как Байден, например, в одном из интервью хвалился, что он сделал так, что уволили прокурора в Украине, что он угрожал им, что он им не даст деньги и так далее. Как бы он как бы все это признает, что как бы вообще непонятно, как они к этому до сих пор никак не отнеслись, и почему взяло им 2 года, чтобы признать, что электронная почта, которая была найдена в компьютере его сына, она действительно оригинальная и так далее. То, что Байден говорит, что он не собирается вмешиваться в расследование, он сказал, что расследование будет независимое, и он не собирается вмешиваться в него. Но, вот знаете, вот я вот хотел понять другой момент. Если он не вмешивается в расследование, вот уже доказано, что его сын нарушил федеральный закон, как бы имел оружие, хотя был под влиянием наркотиков. Почему он до сих пор не арестован? Он же уже нарушил закон. Это уже знают. Это уже доказано. Не надо сейчас что-то как бы остальные вот эти вот разбирательства в плане коррупции и так далее. Как бы, кстати, поднялась еще тема, что в 2013 году, например, Хантер, у него было партнерство с китайским экономистом Джонатан Ли, и он хотел получить лицензию на право делать бизнес на территории Америки, но не мог. А вот в 2013 году Хантер вместе с папой полетели в Китай, чтобы Байден мог встретиться с президентом Китая. И Хантер представил своему папе своего партнера, и 10 дней спустя его лицензия была
его лицензия была выдана, как бы, лицензия этого китаёза. Вот. И после, кстати, в 2017 году тоже была еще одно партнерство с Тони Бабулински, и они сделали компанию Sinohawk Holdings для того, чтобы усилить отношения семьи Байдена с Китаем. Тогда его брат Джо Байдена был замешан в этом бизнесе, и Бабулинский быстро понял, что это коррумпированная организация пользования именем Байдена для того, чтобы идти на выборы. Вот. И, ну, как бы, слушайте, короче, тут просто направо-налево коррупция, которая абсолютно видна, которая абсолютно вся связана с президентом Америки. И несмотря на это, он как бы до сих пор себя ведет, как ведет, и даже не пытается как-то взять на себя ответственность и свалить, что ли, как бы, ну, по идее, как бы, если ты президент, и у тебя сейчас происходит такое, вся семья твоя в дерьме, как бы, из-за коррупции, из-за преступлений, которые делал твой сын, которые делал твой брат и так далее, как бы, ну, свали. Но вот этот вот тема, то, что сейчас CNN начала об этом писать, показывает, что очень может быть, что да, будет замена какая-то в правительстве США в ближайшее время. Обещать не могу, но по идее, как бы, очень даже может быть. Станет от этого лучше, я сомневаюсь, потому что даже заместитель президента США на сегодняшний день, она, ну, просто никакая, и хихикает, хахакает все время, как бы, каждый раз, что ее что-то спрашивают. Вот. И, кстати, еще одна тема поднялась. Трамп в последние дни попросил Путина публично выдать документы, доказательства о коррупции Байдена, потому что, оказывается, есть такая тема, что жена Ирина Бутурина, по-моему, жена бывшего мэра Москвы, передала компании, с которой был связан сын Байдена, $3,5 миллиона. Вот. В свое время это тоже поднималось, но Путин тогда сказал, что он ничего про это не знает. Как бы. А вот сейчас вот Трамп обратился к нему и сказал: пожалуйста, дайте нам доказательства. Он уверен, что Путин знает о чем это, и вот хочет доказательства, почему были переданы $3,5 миллиона. Правда это или нет, тяжело понять, как бы, потому что действительно ничего пока не опубликовали по этому поводу. Но интересно будет следить, потому что, судя по тому, насколько сильно вся эта тема поднялась в последние дни в Америке, намного сильнее, чем, казалось бы, ожидалось, ощущение идет к тому, что Белому дому надоело, может быть, постоянно ходить и оправдывать Байдена, и постоянно как бы говорит, что он не то сказал, что он не то думал, что он не то это. И может быть они готовят какой-то определенный переворот внутри правительства Америки. И поэтому все вот это вот так сильно поднялось. Вот. А сын его, по идее, должен был давно сидеть в тюрьме, наркоман. И то, что пистолет выкинули, он нарушил, то, что у него вообще был пистолет, это нарушение федерального закона. Так что как он до сих пор сидит, не сидит, понятно, по каким причинам он до сих пор не сидит. Ну, будем надеяться, что что-то изменится. Ну, вот счастливо.